Добро пожаловать на канал «Жажда приключений». В этом выпуске мы хотим вам рассказать о городе, который является одним из самых древних и красивых мест в Узбекистане, о городе Бухара. Посмотрев все достопримечательности Бухары, обязательно стоит посетить. Говорят, что вот это зеркало, оно не искажает. Приходил к нему на ночь. В своих видео мы пытаемся вам показать и доказать, что путешествовать нужно, и делать это можно совсем недорого. Раз. Украшение древней Бухары. Окунет вас в сказку Аладдина. Ведь Узбекистан – одна из таких стран. Здесь, кроме богатого культурного наследия, великолепные условия для отдыха и развлечений. А все так серьезно? Конечно. Обязательно поднимитесь наверх. Сюда едут все. Здесь можно насладиться прогулками по узким улочкам древнейших городов, посетить музеи, погрузиться в атмосферу старинных медресе или просто насладиться изысканной архитектурой совершенно бесплатно. А также попробовать национальную кухню, всевозможные виды плова, супов и сладостей и многое другое. И именно на Бухаре заканчивается наш тур по Узбекистану. Я горячо приглашаю вас посмотреть этот удивительный город, чтобы насладиться его атмосферой и познакомиться с его богатой историей. Бухара оставит незабываемые впечатления и станет для вас настоящим открытием. Ведь Бухара – это место, где сливается воедино культура, история и красота. Каждый уголок этого города пропитан древними легендами и духом величественной истории. Именно Бухара окунет вас в сказку Аладдина. Вы только посмотрите, как будто этот мультик писали именно с Бухары. А такой, какой увидели мы Бухару, сейчас вам покажем в этом ролике. На наш взгляд, самый удобный способ добраться из Самарканда до Бухары – это сесть на поезд, поэтому мы мчим на вокзал. Билеты мы покупали еще в Ташкенте, в железнодорожной кассе. Так как мы ехали не на Афросиабе, билеты обошлись нам где-то 800 рублей в одну сторону на одного человека. Вокзал Самарканда выглядит очень достойно. Он большой, очень просторный, чистый и удобный. Вокзал в Самарканде появился в далеком 1888 году. За это время он много раз перестраивался и реконструировался. И сейчас он выглядит комфортным современным зданием. Железная дорога в Бухару берет свое начало аж с далеких 1900-х годов, когда началось строительство Среднеазиатской железной дороги. Туда и вошла узловая станция в Бухаре. Дорога из Самарканда в Бухару занимает около 2 часов. Пейзаж за окном однообразный, особо глазу зацепиться не за что. Но вся поездка занимает около 2 часов, поэтому заскучать не успеете. А я обычно беру книги в дороге, и время пролетает незаметно. В Бухаре действует 2 вокзала – Бухара-1 в Кагане и Бухара-2 в самой Бухаре. Но все поезда приходят в Каган, то есть по сути в другой город. Поэтому ехать нам до Бухары еще 15 километров. Около вокзала дежурят толпы таксистов, но мы воспользовались, как обычно, приложением Яндекс и быстро долетели до Бухары. Сразу покажем, куда мы заселились. Это оказалось очень аутентичное местечко. Называется этот уютный гостевой дом Накшбанд, находится на одноименной улице. Стоит отметить, что в Бухаре стоимость гостиниц гораздо дешевле, чем в Самарканде. Нам этот номер обошелся в районе 1000 рублей на человека. Я считаю, это очень дешево. Ну что, обязательный рум-тур. У нас номер опять на 4. Ну, с ребенком приходится выбирать то, что есть. Вот такой вот номер. Лампочки, смотрите, какие красивые. Здесь нет света никакого. Так, ну, в общем, номер вот такой. Красивая дверь. Телевизор, тумбочки, тапочки, полотенца. Белое постельное белье, самое оно. Вот. И ванная. Уже знакомый узор. Мы еще подумали, ванную будем с нами приезжать. Такая же ванная с такой же плиткой была в Самарканде. Вот так вот. У нас сегодня веселый день. Сейчас еще свои поднимемся наверх. Самое потрясающее в этом отеле – это то, какой вид открывается сверху.
в Самарканде 28. Ой, в Бухаре. Ну, в Бухаре. Классно. Шикардос. Но самое классное здесь вот что. Оцените вид. Интерьер дома всюду нам напоминает о восточных сказках и мотивах. И здорово, когда хозяин заполняет пространство интересными деталями. Ну а мы, немножко передохнув, уже бежим наслаждаться Бухарой. Да и в принципе мы немножечко голодные. Мы, можно сказать, зашли в первое попавшееся кафе и остались очень довольны. Оно нам очень понравилось. К сожалению, мы попали в него только один раз. В остальное время оно было закрыто. По какой причине, мы так и не поняли. Может быть, вам повезет больше. Наконец-то решили попробовать манты. Так вот они выглядят. И вот такие вот у них огромные люля. Очень клевое тонкое тесто, прям просвечивает аж. В день приезда мы ничего не успели посмотреть, поэтому уставшие завалились спать, так как новый день обещал быть очень насыщенным. И начался он с изумительного завтрака в отеле. Изумительный здесь не просто игра слов, а это действительно так. Мы сидели на курпачах за низким обеденным столом, дастарханом, как настоящие жители Узбекистана, и наслаждались трапезой. Блюд нам принесли огромное количество. И все приносили и приносили. Здесь разнообразные пирожки с мясом, картошкой, творогом, джемом, фрукты и даже яичница. И все это с вкусным травяным чаем. Можно до вечера не выходить отсюда. Приятного аппетита. Спасибо. Самое сложное оказалось после такого плотного завтрака – это встать из-за стола. В общем, этот отель я вам точно рекомендую. И не в качестве рекламы, а просто по доброте душевной. Еще мы столкнулись с такой небольшой проблемой в Бухаре. Нам понадобились срочно антибиотики. Но, к сожалению, в аптеке тех антибиотиков, которые я знала штук, наверное, 6, которые я могу использовать, их в аптеке не оказалось. Пришлось брать на свой страх и риск те, которые я не знаю и не пробовала. Поэтому берите с собой максимальный набор лекарств на всякий случай. Но не будем о грустном, бежим исследовать Бухару. Бухара – один из древнейших городов мира, ему больше 2500 лет. Самарканд старше Бухары всего на 150-200 лет. Бухара с разных языков переводится как храм, молельня, монастырь. В 9-10 веках, в эпоху саманидов, Бухара была столицей страны и достигла небывалого блеска и процветания. И, конечно, средоточением городской жизни в Бухаре являлся Регистан. Ну что ж, друзья, мы с вами в Бухаре. Сейчас мы находимся на главной площади Бухары, Регистан, как ее еще называют, около Бола Хаус. От Бола Хаус здесь сохранился лишь пруд и мечеть. Все остальное, то, что было здесь в далекие времена, уже разрушено и не сохранилось. В Средней Азии всегда были трудности с водой. А, как известно, Бухара – один из самых жарких и засушливых регионов. Поэтому здесь строились искусственные водоемы. Специальные водоносы набирали воду в кожаные сумки такие и разносили по домам за отдельную плату. То есть это был источник питьевой воды вплоть до 20 века. Потом советские власти его осушили. Осушили его по причине того, что застойная вода становилась источником заражений и болезней. В народе Бола Хаус еще называют мечетью 40 столбов. Но не из-за ошибки в подсчетах, а именно потому, что 20 столбов мечети отражаются в водоеме.
Какой дорогой вы бы ни ходили, везде вы будете встречать интересные скульптуры, архитектурные памятники и здания. Но задерживаться здесь мы долго не будем, а перейдем к не менее известной достопримечательности, к крепости Арк. Ведь находится она буквально в нескольких шагах через дорогу от Бола Хаус. Крепость Арк расположена в центре города и издревле считалась олицетворением местной власти. Отсюда бухарские эмиры руководили военными, торговыми и политическими операциями. Никто не знает, когда она была построена, но то, что ей более 1500 лет, это точно. За все эти времена ее разрушали, строили и реставрировали заново. В Узбекистане практически не осталось хорошо сохранившихся оборонительных сооружений, поэтому было очень интересно посмотреть на крепость Арк в Бухаре. Если вас интересуют подобные сооружения, то в городе Хива есть еще одна хорошо сохранившаяся крепость Куня-Арк. Кстати, Арк так и переводится – крепость, цитадель в средневековой Азии. В разные годы в крепости жили и работали такие известные личности, как Омар Хайям и Авиценна. Кстати, настоящее имя Авиценны – Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина. Это величайший ученый и мыслитель, врач, естествоиспытатель, математик, физик, химик, физиолог животных, философ, поэт, теоретик музыки и все в одном человеке. Им написано более 450 книг. Его труды и знания, полученные тысячи лет назад, до сих пор актуальны. Сейчас ученые пользуются его мыслями, а обычные люди учатся у него мудрости. Своим пациентам он говорил: «Настрой я, ты и твоя болезнь. Чью сторону ты примешь, тот и победит». Сейчас от крепости остались только руины и стены, но отсюда открывается потрясающий вид на Пой-Колян. Сейчас это большой холм, на котором располагаются постройки, считающиеся архитектурными памятниками. Сейчас территорию крепости, малую ее часть, занимают такие постройки, как мечеть. В ней располагается обширная экспозиция, в которой представлены священные рукописные книги, памятники письменности XII-X веков. Мечеть несколько раз реставрировали, и на стенах можно увидеть оставшиеся специальные кусочки старой облицовки. Мечеть была дворцовой, в ней совершались пятничные молитвы эмира, его близких и помощников. В первую очередь взгляд привлекает резной потолок. И, конечно, ни одна достопримечательность Бухары не обходится без сувенирных лавок. Бухара вообще славится своими ремесленными мастерскими, где можно увидеть уникальные национальные изделия и приобрести их в качестве сувениров. Без подарка отсюда вы точно не уедете. Также здесь расположен музей бухарской природы. Музей естественной истории посвящен региональной флоре и фауне. Среди экспонатов есть чучела животных. Мы не сторонники таких музеев, поэтому здесь долго не задерживались. Пройдя через арку, вы попадете во двор премьер-министра эмира и двор приветствий, где подданные эмира ожидали аудиенции. Сейчас здесь располагаются музей экспозиции истории, нумизматики и эпиграфики. Здесь представлена посуда, одежда, товары экспорта и импорта, а также старые фотографии. Монеты различных периодов от эпохи Александра Македонского до падения Бухарского Эмирата. Но для нас более интересной оказался тронный двор. С копией трона, оригинал которого хранится в Эрмитаже. Здесь в свое время хранилась казна и архив Бухары. Считается, что это старейшая сохранившаяся постройка арка. Здесь проводились церемонии коронации правителей Бухары. Большая часть двора зала сгорела в 1920 году при штурме города частями Красной Армии, поэтому на тронном дворе много является новоделом.
А еще здесь есть конюшенный двор, где также проходили воинские сборы. Площадь сделана под наклоном, что позволяло всем нечистотам сливаться в темницы, где содержались заключенные. Условия содержания были ужасными. По дороге мы заскочили перекусить, но рекомендовать это кафе я не буду, потому что оно нам не понравилось. Приложу просто меню для ознакомления. Достопримечательности в Бухаре находятся в шаговой доступности, поэтому прогулка по городу доставит вам огромное удовольствие. И мы от крепости Арка двигаемся в сторону другой, не менее известной достопримечательности Бухары – это архитектурный ансамбль Пой-Калян. По дороге нам встретились вот такие непонятные раскопки древнего сооружения. Комплекс состоит из 4 сооружений – мечеть Калян, медресе Мири-Араб, медресе Амира Алимхана и минарет Калян. Медресе Мири-Араб была основана в период правления узбекской династии Шибанидов в XVI веке. Это был один из крупных религиозных центров Бухарского ханства. Медресе выглядит очень красиво и величественно. Камера не передает, насколько оно большое. Медресе по сей день остается действующим заведением, где обучаются будущие имамы и религиозные наставники. Поэтому пройти на территорию не представляется возможным. Ну а выйдя из медресе, мы с вами пройдем прямо и попадем в мечеть Калян. По археологическим исследованиям, под ныне существующей мечетью находятся остатки еще 2. Третье существующее сейчас здание мечети было построено при Тимуридах, как предполагается, во времена правления Мирзо Улугбека. Мы сейчас находимся с вами в архитектурном комплексе Пой-Калян. Это настоящее украшение древней Бухары. Он расположен в центре Бухары на пересечении торговых путей 4 базаров. В переводе означает «у подножия великого». Великого, как вы понимаете, это минарет Калян. В комплексе расположено 2 медресе, находящихся друг напротив друга, около минарета, и мечеть. Мечеть Калян – это вторая крупная после Биби-Ханым из сохранившихся в Центральной Азии джума-мечетей. Джума-мечеть – это большая соборная пятничная мечеть для коллективной молитвы. Мечеть Калян – это действующая мечеть, которая вмещает до 12 тысяч человек. У внутреннего портала выстроен 8-гранный павильон над местом захоронения одного из первых имамов мечети. Портал мечети украшен в традиционном стиле с помощью глазурированной мозаики. По периметру галереи Пой-Калян выстроено 208 колонн, что превращает его перекрытие в 288 куполов. В жаркую погоду здесь особенно приятно прогуливаться в прохладе, скрывшись от палящего солнца. И даже внутри своды этих куполов выполнены разным орнаментом. Бухара – это город самых загадочных легенд и невероятных открытий. Здесь каждый уголок пропитан магией восточных легенд и историй. Не представить красу Бухары без маяка для караванов Великого Шелкового пути в песчаном море – минарета Калян. Слово «минарет» происходит от минор, то есть место, где зажигается огонь, указывающий путь. Настоящий каменный великан почти 47 метров. В одной из легенд Чингисхан, когда пытался посмотреть наверх, уронил шлем и склонил голову, поднимая свой шлем с земли,
перед минаретом. Увидев это, войско Чингисхана решило, что это не было случайностью, и повторило все вслед за предводителем. В этот момент бесстрашный завоеватель понял, что первый раз вообще перед кем-то склонил свою голову. Интересна еще одна легенда, связанная со строительством этого минарета. Правящий в то время Арслан-хан из династии Карахинидов решил возвести минарет в городе и собрал всех выдающихся зодчих, выбрал самого лучшего из них и приказал возводить минарет. Все шло поначалу по плану, был заложен фундамент глубиной 16 метров, и вдруг главный зодчий бесследно исчезает. Разъяренный Арслан-хан приказал найти беглеца и казнить, однако все поиски оказались тщетны. Свет на свое таинственное исчезновение пролил сам зодчий, вернувшись в древний город через 2 года, так же внезапно, как и покинул его. Прежде чем приступить к возведению столь высокого архитектурного сооружения, нужно было подождать, пока фундамент хорошо осядет, сказал он в свое оправдание. Возможно, именно поэтому достопримечательность смогла провести через 8 столетий свою первозданную красоту и не разрушилась. Также минарет еще раньше называли башней смерти, ведь правители сбрасывали с него осужденных людей и неверных жен. Один злой хан даже решил казнить свою ни в чем не повинную супругу, и она перед смертью попросила у него надеть свои все платья. Он не стал препятствовать, и в итоге, когда она прыгнула с минарета, именно платья, надувшись как паруса, помогли спасти ей жизнь. Мне сложно понять, почему многие туристы не задерживаются в Бухаре более чем на 2 дня. Ведь чтобы прочувствовать и понять этот город, нужно гораздо больше времени. Поэтому рекомендую вам остановиться и уделить Бухаре хотя бы 3-4 дня. Ведь посещение Бухары – это не просто туристическое путешествие, это настоящее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и вдохновение. Здесь вы отдохнете и умом, и телом, и душой. Внук Тамерлана и великий правитель державы Тимуридов Улугбек занимался просветительской деятельностью и создал множество известных медресе в различных городах страны, в том числе и в Бухаре. Медресе находится в исторической части Бухары, и попасть сюда довольно-таки просто. Медресе Улугбека является не самым крупным среди подобных сооружений, но считается самым влиятельным мусульманским учебным заведением в Средней Азии и является образцом для строительства подобных сооружений. Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и мусульманки, гласит надпись на дверях медресе. Очень жаль, что это место до сих пор находится на реставрации и является просто площадкой для продажи сувениров. И оказалось абсолютно непривлекательным местом для посещения. Но не от того, что это медресе, а именно от того, что там находятся магазины. И когда ты туда заходишь, во-первых, чтобы посмотреть даже то, что там продают, с тебя берут деньги. Во-вторых, тебя просто таскают с одного угла в другой, говорят, что иди здесь касса, нет, а другие говорят, иди здесь касса. Мы даже заходить просто не стали, и вам не советую. На самом деле непонятная ситуация у них вообще с товарами, с магазинами. Вот сколько мы не ходим, ни в одном магазине нигде нет людей. Я думаю, что пока они не поменяют свою политику продаж, так у них это и будет. И они просто борются за каждого клиента, хватать за руки, иди сюда, туда-сюда. В общем, и суть в том, что у них нет ценников нигде, да. Для одного у них одна цена, для другого другая цена. И вот приходить, например, смотреть даже, это не очень удобно и не хочется, потому что ты не понимаешь, во-первых, сколько это стоит, какую цену тебе накинут, и не знаю. То есть, наверное, политику все-таки в продажах им стоит поменять уже. Потому что люди просто смотрят, потому что это интересно, потому что это необычно, но практически ничего не покупают. Я не знаю, как они зарабатывают на этом, но, видимо, что-то зарабатывают.
Лучше сходите, посетите главные торговые ряды в историческом центре Бухары. Здесь более все цивильно и спокойно. Интересные необычные товары, как и одежда, так и любые другие сувениры вы здесь найдете без проблем. Днем здесь гулять более приятно, практически нет людей, но к вечеру здесь будет довольно-таки плотно. Ну а мы, как всегда, оказываемся странными путешественниками и решаем попробовать не местную узбекскую кухню, а итальянскую. Нас сюда сманила музыка местного музыканта, который играл «Миллион алых роз». Готовить все-таки местные умеют, и не только свою местную кухню. Все оказалось очень вкусным и аппетитным. А вечером центром жизни становится Лиаби Хаус. На следующий день мы решили проложить наш маршрут немного в сторону от исторического центра и известных мест. И оказалось, что там есть много не менее интересного. Совсем другая Бухара. Мы нашли мечети и пару медресе, которые находятся только еще на начальной стадии восстановления, и можно воочию увидеть, как это выглядело в далеком прошлом. Конечно, обычному туристу может показаться это совсем неинтересным для посещения, но знающим, интересующимся и любознательным будет увлекательно посетить эти места. И первое из таких мест, которое нам попалось, это мечеть Балянд. Вы только послушайте, с каким энтузиазмом и блеском в глазах местный смотритель рассказывает об этом месте. Ничего, здесь реставрации никакого не было реставрации. Потолок деревянный. Ничего себе. Да. Она висит на цепях. Вот с четырех углов вот такие цепи. Она висит. Здорово. Она построена, знаешь, вот, мега. На этот, как тебе сказать, на размер Микас построена она. Если ты был здесь? Нет, нет. Не был, да? Я был. Как раз вот это такой же размер. Я был, недавно был. Такой же размер. Просто удивляюсь, да? Я удивлялся. Мне говорили, я не поверил. Я говорю, ты чего? Я сам поехал, по кругу ходил и смотрел, смотрю, точно размер такой, да. Ну, оказывается, говорят так, я слышал так, да. Какой-то, богатый был, он собрался и уехал, там буду жить. Мика поехал. И он жил там, что-то там не понравился, что ли, ему. Я говорю, я поеду на свою родину. И он, когда возвращался, с собой глину взял. Глину взял и размер Мика. И размер Мика взял, и он вот построил вот эту мечеть. Есть еще мечеть, вот здесь, хоть за один день чуть-чуть пройдешь там. Ну, чуть-чуть стиль другой. Стиль другой, но не так уж, да. Такой же старый мечеть, но стиль другой. Этот стиль другой, да, старинный стиль. Ну, сейчас не такие уже, как тебе сказать. Получается, весь из дерева вырезан, да, вот это Все дерево, все дерево. Ну и материал, все другое, и по-другому сделано, все равно по-другому сделано. Вроде рисунок все тот же, а уже не то. Да. Не повторишь так. А ты ради этого, ты зайди посмотри, вот, мечеть. Посмотрим, давайте зайдем посмотрим. Ладно. Все равно она очень красивая. Вот новое построили, вот сейчас народ много, да, не вмещается здесь, да, Ну, не да. вмещается. Вот новое построили, такой же стиль. Еще одним интересным памятником архитектуры является ансамбль Кош-медресе, который состоит из двух медресе, обращенных друг к другу, что обозначается термином «кош», то есть парное. Одним является медресе Модарихон,
Несколько лет назад медресе Мадрихон планировалось включить в экскурсионный маршрут для туристов и создать здесь центр ремесел. Но, к сожалению, как мы видим сейчас, работы по восстановлению еще идут, и туристов здесь нет. Напротив, будто отражение в зеркале, стоит медресе Абдуллахана. К 2500-летнему юбилею основания Бухары были выполнены большие по объему реставрационные работы данных медресе. К сожалению, в 2021 году из-за неблагоприятных факторов жары, холода и грунтовых вод обрушилась часть медресе Абдуллахон. И как мы видим сейчас, медресе требует еще больших восстановительных работ. Но будем надеяться, что скоро отделка будет закончена, и многие смогут полюбоваться этой красотой. При медресе была даже своя небольшая мечеть. В исторической части Бухары можно встретить даже вот такие небольшие медресе. Оба этих архитектурных памятника входят в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана. И по государственной программе предусматривалось капитальное восстановление и реставрация этих медресе еще 10 лет назад, но до сих пор пока они находятся в таком состоянии. Советуем вам почаще отклоняться от стандартных туристических маршрутов, и тогда вы сможете открыть для себя многие интересные места. И в этом случае ваше путешествие сразу приобретает приключенческий флёр и изюминку. А ваша копилка впечатлений, фото и видео пополнится нестандартными и необычными картинками. А мы, в свою очередь, натолкнулись еще на один шедевр мировой архитектуры – Мавзолей Исмаила Самани, или как правильнее будет назвать – Мавзолей саманидов. Этот мавзолей является одним из старейших памятников среднеазиатского зодчества. Ранее на этом месте был целый некрополь, но сохранился только этот мавзолей, благодаря тому, что частично был засыпан землей и оставался под ней на протяжении нескольких столетий. А пока мы двигаемся еще к одному интересному месту, хочу выразить благодарность нашим подписчикам и зрителям за ваши замечательные отзывы, за ваши высокие оценки наших видео, за теплые и добрые слова в наш адрес. Мы это очень ценим, и нам это приятно. А кто еще не в списке наших подписчиков, добро пожаловать на канал. Если вы пройдете немножечко вглубь Бухары, то там вы можете найти медресе Чор-Минор. В переводе означает «4 минарета». В свое время это было высшее учебное заведение с обширной библиотекой. Но до прихода советской власти оно было действующее. Потом, в советские годы, часть была разрушена, разобрана на строительные материалы, в том числе и мечеть. Выполнена в нетрадиционном стиле для Бухары, но очень красивая. Сейчас она находится в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО и пользуется большой популярностью у туристических групп. Обязательно поднимитесь наверх, пройдя через магазин по узкой лесенке. Стиль постройки медресе не вписывался ни в какие каноны того времени. А еще здесь были расположены конюшни и огромный сад, который сохранился до сих пор.
Конечно же, внутри расположен сувенирный магазин, но наибольший интерес представляет блошиный рынок, который расположился напротив Чор-Минор. Ведь блошиный рынок – это фактически уникальное место, как музей под открытым небом, где можно потрогать и даже купить различные экспонаты. А так как мой оператор просто обожает блошиные рынки, во всех городах мы стараемся их обязательно посетить. Сейчас мы с вами находимся в архитектурном комплексе Хаджа Гаул-Кушон. Это второй по величине ансамбль в Бухаре. Он включает в себя медресе, мечеть и минарет. Кстати, минарет второй по величине после Каляна. Гаул-Кушон переводится как «убивший быков». Это означает, что здесь раньше был рынок с скотобойней, поэтому такое название. Очень приятное место, поэтому обязательно стоит посетить, проходя на другие достопримечательности. В далекие времена эту площадь пересекали многочисленные торговые пути, проходившие по этим землям, и здесь шла оживленная торговля. Но несмотря на то, что место не совсем подходило для строительства медресе, Ходжи Сада все-таки построил здесь его. Хотя для таких построек выбирались места, так или иначе связанные с захоронениями почитаемых людей или другими историческими событиями. Намного позже, через 28 лет, здесь расположилась мечеть Ходжи, чтобы помолиться могли не только местные, но и путники, останавливающиеся неподалеку. Внутри расположился симпатичный ресторанчик, но здесь людей совсем не было. Мы тоже не останавливались здесь что-то покушать, поэтому рекомендовать его не могу. Если вам удалось попробовать здесь местную кухню, пожалуйста, прокомментируйте это и поделитесь своим опытом. Возможно, кому-то пригодится. Складывается такое впечатление, что куда бы ты ни шел, ты всегда проходишь через главные торговые ряды Бухары. А мы наконец-то добрались до центральной площади Бухары Ляби-хаус. Архитектурный ансамбль Ляби-хаус создан в 16-17 веках. Здесь, вокруг водоема с интересным названием Диван-беги, расположились медресе и ханаки с одноименным названием и медресе Кукельдаш. В средние века Ляби-хаус был оживленной торговой площадью, что способствовало близкому соседству с главной торговой улицей. У медресе Надир Диван-беги очень красивый фасад с птицами. А внутри расположился ресторан. Вечером здесь проходит шоу с народными танцами и песнями. А у вас столик нужно бронировать, да? Да. А все так серьезно? Конечно. А что, Уже у вас, местов нету. а у вас шоу или что? Концерт. Национальная живая концерт. музыка, танцы, показ традиционных одежд, ужин. Это у вас каждый день так или только вот каждый день? А сколько бронь стоит? 180 тысяч с человека. Ну, а как бы просто или это входит уже... Это входит шоу-программа и ужин. И ужин уже входит, да? Понятно. Спасибо. Ну а нам в этот день было интересно другое место. Мы пошли есть местный плов. Понятно. Да. Сейчас мы выберем тогда, спасибо. А что такое чулок? Это айран. Очень жаль. Нам тогда два разных плова, бухарский и самаркандский. По одну порцию, да? Да. И чай с лимоном. Чай? Мы сейчас находимся в центре плова, The Plov. Видите, на футболке написано маленькое. Здесь очень много народу, очень много. Мест здесь практически нет. Самое популярное место в Бухаре, где готовят плов, и его рекомендуют очень местные. Говорят, что вообще изумительный плов. Сюда едут все за пловом. Работает он с 11 до 3. В другое время не работает, то есть плов готовят и потом его просто раздают. Все. Мест здесь практически нет. Можно сказать, что их нет, потому что мы пришли, сесть было негде. Благо менеджер
ресторана, нашел нам место, увидел, что... Спасибо. Что здесь освобождается, и нас посадил. Сейчас сам носит нам салат, вилки. Да, трое. Вот, потому что просто не успевают. Люди просто не успевают обслуживать такое большое количество людей, гостей. Заказали 2 разных плова. Это бухарский плов и самаркандский плов. Здесь, может быть, будет видно. Попробуем. Заказали 2 порции на 3, просто я думаю, что больше нам не съесть. Место клевое, рекомендуем обязательно посетить его. Бухарский, да? Да. Бухарский, самаркандский плов. В чем отличие от ташкентского плова? Здесь рис отдельно, овощи отдельно, мясо сверху. Не перемешивается все. В общем, мы погорячились, взяв 2 тарелки на 3, поэтому взяли потом еще 1 тарелку плова. Он очень вкусный. А сейчас еще ждем чаек с лимоном. Его чай с лимоном у них песня. обалденный. Здесь еще в конце приносят традиционный цветочный чай. Он холодный. Сладкий, сахарный. Мы отправляем обещанную открытку нашему подписчику активному. Андрей во Францию летит, так что ждите. Почтовых ящиков у них нет здесь, поэтому мы отправляем ее из информационного центра. Ждите, к вам прилетит. Посмотрев все достопримечательности Бухары, мы решили поехать за город, где расположился в 5 километрах от города дворец эмира Бухарского. Последнего эмира, который построил в 1911 году здесь летнюю резиденцию. Дворец получил название Ситорай Мохи Хоса, что в переводе означает «звезда, похожая на Луну». Эмир Бухары Саид Алимхан посвятил этот дворец своей жене, 3-й, Ситорае, которую любил больше жизни. К сожалению, девушка рано ушла из жизни, а дворец сохранил память о ней. Выполнен дворец в европейском стиле, поэтому здесь вы можете отдохнуть от всех мечетей медресе узбекских, которые находятся в Бухаре и в других городах, и насладиться замечательной прохладой в тени сотен деревьев и растений, которые здесь высажены в парке. В строительстве дворца участвовали русские зодчие, поэтому стиль дворца, его интерьеров имеет русские мотивы. Сейчас во дворце расположен музей декоративно-прикладного искусства. И в главном корпусе вы можете наблюдать интерьеры летнего дворца. Снаружи дворец выглядит не так помпезно, как внутри. Залы поражают своей красотой, роскошью и декором. Сначала при входе вы попадаете в комнату, стены которой расписаны всевозможными цветами и приковывают взгляд. Хочется рассматривать эти росписи детально, невозможно оторваться и можно зависнуть тут надолго. Стены следующих залов переливаются какой-то невообразимой мозаикой. И говорят, что банкетный зал имел раздвижные и меняющиеся в зависимости от сезона стены, а голландские изразцовые печи выполняли лишь декоративную функцию. И поражает своей необычностью и красотой купольный потолок главного зала.
Почему-то к загородной резиденции бухарских эмиров туристы проявляют меньше интереса, и совершенно напрасно. Дворцовый комплекс сравнительно новая постройка, ему чуть более 100 лет, но здесь можно получить наглядное представление об устройстве и быте царского двора. В интерьерах дворца используются многочисленные изображения звезд, что оправдывает его название. Говорят, что вот это зеркало, оно не искажает. Венецианское зеркало. Нет, у нас даже есть такие простые люди, которые покупают. Просто есть такие, хотят и сам почитать, и в подарок подарить, чтобы не стыдно было. Нет, ну это да. Да, вот. Потому что Я, например, отсюда увожу что-то, да, в подарок. Пускай это будет книга, учительница книги. Это самый лучший подарок. Они говорят, и самим можно почитать, действительно, и передарить там не стыдно. И вот от того, что вы ее сфотографируете, она нигде здесь не продается, в смысле по Узбекистану. Ну, я поняла. Я не для себя, я для подписчиков. Чтобы они пришли и купили у вас книжку. У нас и так, слава богу. Хорошо. Особого внимания заслуживает летняя чайная комната, в которой сейчас выставлены вазы из тончайшего фарфора, привезенные в подарок из Китая и Японии. Говорят, что у эмира была привезена из Китая чаша, которая меняла цвет, если в еде или напитках оказывался яд. Эмир принимал пищу только прошедшую проверку этой чашей. Очень светлая комната, а витражи из цветного стекла играют солнечными зайчиками на стенах. А еще неожиданно для нас оказалось, что на территории есть павильон княгини Ольги. Эмир Алим-хан всячески укреплял и поддерживал контакты с семьей Романовых, а также надеялся на встречу в Бухаре, но планам помешала революция. Говорят, он даже был безответно влюблен в великую княгиню Ольгу. Сейчас здесь располагается экспозиция национальной одежды и обуви тех далеких времен. Снаружи совсем непримечательное здание, внутри поражает своим изяществом и красотой. Нет ни одного кусочка, который не прикоснулась бы рука художника. Лепнина, мозаика, зеркала, витражи и многое другое. И внутри здание кажется значительно больше, чем снаружи. К сожалению, княгиня Ольга здесь никогда не была. Да и сам эмир через 2 года после окончания строительства дворца бежал за границу, прихватив с собой и надежно спрятав в горах несметные сокровища, которые до сих пор ищут, как и янтарную комнату, а также библиотеку Петра I. А пройдя по аллее из виноградной лозы, вы попадаете к гарему. Вот это вот виноград, вот это я понимаю. Также совсем недалеко от дворца расположен гарем эмира и озеро рядом. Говорят, что эмир кидал яблоки в водоем, и кто первый из девушек приплывал и забирал это яблоко, приходил к нему на ночь. Первый этаж здания предназначался для жен, а второй для наложниц. От здания идет спуск к искусственному водоему Ситарай Хаус, Звездный пруд. Сейчас это здание закрыто для посещения, поэтому полюбоваться им можно только снаружи. Дворец эмира Бухарского однозначно рекомендуем к посещению. Здесь вы отдохнете от городской суеты Бухары и насладитесь уединением и спокойствием. Очень красивое место, поэтому рекомендуем. На территории парка обитает множество павлинов, и здесь за символическую плату их можно покормить. Но я опасаюсь немножечко этих птиц, потому что они очень сильно кричат. Ну, примерно вот так. Забавные, да? Кстати, по Узбекистану мы везде использовали Яндекс.Такси, и этот раз был не исключением. В основном в эконом-классе приезжают вот такие маленькие машинки с добродушными водителями. Как вам здесь в Бухаре?
Очень красивый город. Ну, как скучно здесь смотреть, не пересмотреть. Здесь надо месяц надо жить, чтобы посмотреть. Потому что, ну, многие там пишут, например, что вот на Бухару хватит одного дня. Ну, как может хватить одного дня? Вечером в Бухаре вам обязательно стоит посетить Ляби Хаус. Ляби Хаус в переводе означает «у воды». Это тоже искусственный водоем, где в старые времена набирали тоже воду для питья. Кстати, в Бухаре вода соленая. Назвать это тусовочным местом, наверное, не стоит, но прогулочное однозначно. Здесь очень много кафе, магазинчиков, здесь люди вечером гуляют, знакомятся, встречаются. То есть хорошее место для прогулки, для вечернего променада. Поэтому обязательно сходите, посмотрите. Здесь все очень ярко, красиво, интересно. А мы снова оказались не в кафе местной кухни, а в кафе итальянской еды. Такие места здесь пользуются большой популярностью. Но здесь нас привлекла не вкуснейшая пицца, а венские вафли. Я их просто обожаю. А для сладкоежек здесь есть всевозможные виды мороженого. Ребят, хочу порекомендовать вот это место, отличное место, ну, а-ля итальянская кухня, но очень вкусная. Пицца, венские вафли, обалденные просто. И здесь можно заплатить картой, что не везде как бы можно, здесь можно. Поэтому обязательно заходите, попробуйте, очень вкусную кухню. Солнце в Бухаре встает в 7 утра, а садится около 6 вечера. Поэтому, чтобы все успеть посмотреть, пока светит солнце, лучше вставать пораньше. Но если вы сова и любите поспать, не отчаивайтесь, ведь вечером Бухара выглядит особенно впечатляюще, когда иллюминированные медресе и минареты создают волшебную атмосферу. Вы пройдетесь по тем же знакомым местам, что и днем, но не узнаете их, ведь в свете софитов все это будет выглядеть более таинственно и загадочно. Иногда кажется, что только птицам доступно видеть самое красивое, но для нас тоже нет ничего невозможного. Чтобы посмотреть на всю красоту ночной Бухары, можно подняться на смотровую площадку Шуховской башни, или, как сейчас ее именуют, Бухара Тауэр. Можно о ней даже ничего не рассказывать, ведь имя архитектора говорит само за себя. Изначально построенная как водонапорная башня для снабжения водой города, сейчас является туристической достопримечательностью. Конечно, мы заглянули опять к минарету Калян, ведь вечером он удивительным образом подсвечивается. И с таким светом он кажется еще больше и величественнее, и как будто сам излучает этот свет. Вечером тоже идет жесткая борьба за каждого покупателя. Девушки, отсюда вход. У нас билет отсюда вход. Заходите. Заходите. Идемте. Идемте, заходите. Девушки, идемте.
идешь, потом выйдете на улицу, потом я ухожу. В общем, ты как доверчивый человек идешь туда, куда тебя зовут, а в итоге тебе просто хотели показать свой товар. В общем, все, что остается вечером, это побродить по освещенным улицам, заглядывая в светящиеся двери, за которыми скрываются сувенирные магазинчики. А на самом деле местные мастерские оставляют незабываемое впечатление. Здесь талантливые ремесленники демонстрируют свое мастерство, создавая прекрасные изделия из драгоценных металлов, шелка, кожи и дерева. Как я уже говорила, Бухара известна своими уникальными ремесленными традициями, в частности по производству ковров, шелка и керамики. Путешествуя по Бухаре, вы сможете насладиться удивительными мастер-классами и купить подарки, которые станут незабываемым сувениром и долго будут напоминать о прекрасном путешествии по Бухаре. И вот на этой ноте мы заканчиваем свое видео про Бухару. И что хочется сказать? Что это город, который просто невозможно забыть. Он восхитит вас своей красотой, историей и гостеприимством его жителей. Поэтому у вас, если есть возможность посетить этот уникальный город, я настоятельно рекомендую не упускать этот шанс. Вы обязательно полюбите Бухару так же, как полюбили ее многие путешественники со всего мира. Этот город оставит в ваших сердцах незабываемые воспоминания и впечатления. Гарантия 100%, проверено на себе. Но на этом выпуске заканчивается не только наше путешествие по Бухаре, но и по Узбекистану, и мы возвращаемся домой. Собираясь в путешествие в эту страну, я и помыслить не могла, что она так зацепит мое сердце и оставит такие яркие впечатления. Архитектурные шедевры старинных городов, исторические памятники, мавзолеи, мечети и медресе являются настоящими сокровищами, которые олицетворяют богатство этой земли. Узбекская кухня не перестает удивлять своим разнообразием вкусов и изысканными блюдами, а гостеприимство местных жителей просто поражает. В каждом уголке этой страны я чувствовала теплоту и открытость людей, которые с удовольствием делятся своей культурой и традициями. Узбекистан оказался настоящим сокровищем для меня, и я уже мечтаю вернуться сюда снова. Если у вас есть возможность, обязательно отправляйтесь в путешествие в Узбекистан и подарите себе незабываемое впечатление от этого удивительного места. А я благодарю вас за просмотр, буду рада вашим лайкам и комментариям, и не забывайте подписываться на канал, ведь впереди еще много интересного. Пока-пока и до скорых встреч!